Вы на канале «Горизонт событий». Приветствую всех, кто следит за стремительными изменениями на нашей планете. Сегодня 22 мая, и мы начинаем свежий выпуск природных катаклизмов, аномалий и чрезвычайных событий за прошедшие сутки. На Нью-Йорк обрушился разрушительный шторм, сопровождавшийся ветром, скорость которого достигала 96 км в час. Основной удар стихии пришелся на районы Квинс и Бруклин, где всего за 25 минут выпало более 65 мм осадков. Потоп начался сразу после экстремальной 34-градусной жары. Из-за ливня температура воздуха в аэропорту Ла-Гвардия мгновенно рухнула на 13 градусов. На шоссе Джеки Робинсона и Гранд Централ Парквей образовался полный коллапс. Десятки затопленных автомобилей ушли под воду по самую крышу. Водителям пришлось спасаться на крышах своих машин в ожидании спасателей. Полиция заблокировала подземный переход в районе 78-й улицы, где в водяной ловушке оказались два автомобиля. В районе Джамейка потоки воды были настолько мощными, что сбивали пассажиров с ног прямо на выходе из городских автобусов. На Кингс-Хайвей в Бруклине ураганный ветер выкорчевал деревья, которые заблокировали перекрестки. Вода водопадами хлынула на станции метро, из-за чего движение поездов по ключевым веткам оказалось парализовано. В Квинсе затопило множество предприятий, в том числе популярное кафе Форест Хиллз. Городские службы экстренной помощи Нью-Йорка объявили полную мобилизацию для борьбы с последствиями стихии. Метеорологи прогнозируют новые затяжные дожди и похолодание до плюс 14 градусов на предстоящие выходные. В китайской провинции Гуандун бушует сильнейший за всю историю наблюдений дождевой шторм. Из-за мощного притока перенасыщенного влагой воздуха в районах Янчу и Эньпин за последние 3 дня выпало рекордное количество осадков – колоссальные 1680 мм. Метеорологи подтвердили, что этот показатель установил абсолютный исторический рекорд для региона. В городе Эньпин округа Цзянмэнь суточная норма превысила 654 мм. Это вызвало стремительное наводнение. Уровень воды в местных реках превысил критические отметки и побил все ранее зафиксированные показатели. Бурные потоки затапливают жилые кварталы, дороги и сельскохозяйственные угодья, парализуя транспортные сообщения. Власти Китая объявили чрезвычайную ситуацию. Экстренные службы проводят масштабную эвакуацию населения из затопленных районов. Жителей призывают не покидать безопасные укрытия из-за угрозы вторичных бедствий, таких как оползни и сели. В Нью-Йорке прямо у знаменитой статуи «Атакующий бык» на Уолл-стрит взорвался автомобиль. ЧП произошло вечером во время часа пик, вызвав панику в самом сердце финансового квартала Манхэттена. Припаркованная на пересечении Бродвея и Стоун-стрит машина внезапно загорелась, а через считанные минуты раздался мощный взрыв. По данным СМИ, взорвавшийся автомобиль принадлежал городскому транспортному управлению. Пожарная служба Нью-Йорка боролась с сильным пламенем почти 1,5 часа. По официальным данным, несмотря на сильную давку и огромное скопление людей в этом популярном туристическом месте, никто не пострадал. Первые проверки не выявили признаков криминала или спланированного теракта. На данный момент полиция и пожарные маршалы продолжают расследование, чтобы установить точную причину взрыва. В Бурятии из-за резкого подъема уровня воды в реке Арангадой, вызванного мощными ливнями, введен режим повышенной готовности. Паводки одновременно ударили по 2 районам республики – Закаменскому и Тункинскому, где под водой оказались в общей сложности 17 приусадебных участков. Наиболее сложная ситуация фиксируется в Закаменском районе, а именно в Улусе-Утата, где затопило 13 придомовых территорий. Хлынувшая вода вплотную подошла к социально значимым объектам – местной администрации, детскому саду, дому культуры и фельдшерскому пункту. Чтобы спасти село, дорожные службы вскрыли трассу Утата-Далахай для пропуска паводковых вод, из-за чего один из населенных пунктов временно оказался отрезанным. Был организован объездной путь, по которому завезли запасы продуктов. Сообщается, что жилые дома не пострадали. Спасатели МЧС совместно с местной администрацией оперативно обустроили водоотводной канал. Еще 4 участка затоплены в поселке Жемчуг Тункинского района, но там также обошлось без подтопления жилья. МЧС круглосуточно мониторит уровень воды, обстановка находится под контролем спасательных ведомств.
В районе Якутска река Лена вышла из берегов, из-за чего микрорайон Кангаласы оказался в зоне подтопления. Критический уровень воды здесь превышен на 68 сантиметров и достиг отметки в 1068 сантиметров. В самом поселке подтоплена часть дворовых территорий, причем в некоторые жилые дома большая вода уже зашла внутрь. На месте происшествия организовано круглосуточное дежурство спасателей. Власти города провели оперативный выезд для контроля ситуации и координации помощи местным жителям. Из-за заторов на реке ледоход временно заблокировал свободный сток воды. Тем не менее, гидрологи прогнозируют скорое улучшение обстановки. Пик паводка на данном участке пройден, и в ближайшие сутки ожидается постепенный спад уровня воды по мере продвижения ледового фронта ниже по течению. Ситуация остается под контролем экстренных служб региона. Турцию накрыла волна разрушительных природных бедствий. В провинции Хатаи из-за мощнейших проливных дождей началось наводнение. Сильнейший удар стихии пришелся на район Самандак и соседнюю Антакью, где потоки воды парализовали основные дороги, затопили дома и заставили спасателей эвакуировать людей. На текущий момент официально подтверждена гибель 2 человек. Один из жителей погиб при обрушении дома, еще один мужчина трагически погиб в районе Дефны, когда его автомобиль провалился на разрушенном участке дороги. Еще минимум 3 человека получили ранения. Инфраструктура региона, едва восстанавливающаяся после прошлых землетрясений, снова оказалась в руинах. Кадры из Антакии шокируют. Улицы превратились в бурные реки, которые смывают автомобили прямо в море. Жилые кварталы полностью покрыты грязью и обломками. Не менее пугающая ситуация разворачивается на севере Турции, в черноморской провинции Орду. В городе Корган грязевой поток пробил стену жилого дома и хлынул через комнаты, образовав настоящий водопад из жидкой глины. В это же время в окрестностях города Фаца, в районе Бахчелер, сошел оползень. Огромный массив земли площадью около 200 гектаров сдвинулся на 50 метров вниз по склону, уничтожив ореховые сады, разрушив дороги и буквально стерев с лица земли местное кладбище. Спасатели срочно эвакуируют жителей из опасных зон. В свою очередь, метеорологи прогнозируют продолжение дождей. Крупный природный пожар Сэнди Файр в Южной Калифорнии, вспыхнувший утром в холмах над городом Сими-Вэлли, стремительно распространился из-за сильного ветра Санта-Ана, низкой влажности и высокой температуры. Площадь возгорания превысила 1000 гектаров. Огонь вплотную подошел к жилым кварталам, уничтожив как минимум 1 жилой дом и повредив несколько других построек. Власти округа Вентура ввели обязательную эвакуацию, которая затронула от 17 до 44 тысяч человек. Свои дома пришлось покинуть жителям районов Белл-Кэньон и Бокс-Кэньон. Из-за густого дыма и угрозы распространения огня все школы округа Сими-Вэлли полностью закрыли до конца недели. При этом учеников нескольких начальных школ пришлось экстренно вывозить на автобусах. Губернатор Гевин Ньюсом ввел режим чрезвычайной ситуации и добился выделения федеральной помощи для компенсации затрат на тушение. Сейчас с огнем борется более 850 пожарных, задействованы бульдозеры, вертолеты и авиатанкеры, которые набирают воду в соседнем водохранилище Лейк-Барт. Локализацию очага удалось поднять с 0 до 15% благодаря ночному похолоданию и стиханию ветра. Причиной пожара, по предварительной версии полиции, могла стать искра от трактора, который косил сухую траву и случайно задел камень. Мощные селевые потоки и масштабные наводнения обрушились на Узбекистан. Из-за аномально сильных ливней в Самаркандской области под водой оказались целые городские улицы и жилые кварталы. Бурные потоки заблокировали движение транспорта, превратив дороги в настоящие реки и затопив первые этажи зданий вместе с имуществом граждан. Еще более сложная ситуация сложилась в соседней Навойской области, где удар стихии пришелся на Хатырчинский район. В кишлаке Лангар сошел грязекаменный сель. Разрушительный поток снес мосты, повредил дорожную инфраструктуру и унес припаркованные автомобили. На кадрах очевидцев видна паника среди местных жителей, пытающихся спастись от стихии. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы.
Спасатели ликвидируют последствия, откачивают воду и оценивают нанесенный ущерб. Тем временем синоптики предупреждают о сохранении штормовой угрозы в регионе. В американском штате Техас сильный штормовой ветер повалил гигантский промышленный ветрогенератор. Инцидент произошел на одной из крупнейших ветряных электростанций региона. Огромная конструкция высотой более 100 метров не выдержала экстремальных порывов ветра и нагрузок на лопасти. Многотонная конструкция сначала накренилась, а затем с грохотом рухнула на землю. К счастью, никто не пострадал. Поврежденный энергоблок был полностью изолирован от общей сети. Специалисты отмечают, что подобные разрушения на суше происходят крайне редко, так как современные турбины оснащены автоматической системой торможения при опасной скорости ветра. Сейчас на месте происшествия работает специальная комиссия, которой предстоит выяснить, что именно стало причиной падения установки – аномальная сила стихии или некачественный монтаж. Мощный шторм обрушился на юго-запад канадской провинции Онтарио. Регион накрыли разрушительные грозы, принесшие с собой шквалистый ветер со скоростью до 130 км в час и крупный град. Сильнее всего пострадал город Лондон и его окрестности, где экстренные службы объявили красный уровень тревоги из-за угрозы торнадо. Стихия действовала стремительно. Метеорологическое бюро уже подтвердило приземление как минимум одного торнадо к юго-востоку от Лондона, в районе Дервент. Очевидцы сообщают о поваленных деревьях, разбитых стеклах автомобилей и перевернутых грузовых автомобилях. Из-за обрыва линий электропередач и повреждения опор без света в пик бури остались более 6 тысяч жилых домов и предприятий. Вслед за разрушительным фронтом в Онтарио пришло резкое похолодание с угрозой ночных заморозков. В Бурятии бушуют лесные пожары, причиной которых снова стал человеческий фактор. По информации Республиканского агентства лесного хозяйства, за последние сутки новые возгорания из-за неосторожного обращения с огнем зафиксированы в Иволгинском и Муйском районах. Оперативным службам уже удалось ликвидировать очаг в Иволгинском районе на площади чуть более полугектара. Однако в Муйском и Курумканском районах ситуация остается напряженной. Там продолжается тушение лесных массивов, а общая площадь, пройденная огнем, достигла 36 гектаров. На месте происшествия работают 42 специалиста лесной охраны и авиалесоохраны. Привлечено 5 единиц тяжелой спецтехники. По заверению спасателей, на данный момент угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Ведомство напоминает, что весной более 90% всех таежных пожаров происходят по вине человека. В республике действует запрет на разведение открытого огня.